Привет! Сегодня мы разбираем заметки и разные советы по Гоа. Ну, такие, знаешь, не глянцевые, а вот прям жизненные, особенно для тех, кто едет из наших краев, из СНГ. Да, привет. Попробуем вытащить самое-самое полезное, чтобы вот первый день прошел гладко, без лишних трат и нервов. Абсолютно. Собрали, так сказать, 5 главных лайфхаков из этих материалов. Ну, таких, что сразу пригодятся. Ром, байк, чай, симка, деньги. Самые азы, чтобы не наступить на грабли. Отлично. Начнем с легенды, да. Ром Олд Монк везде пишут, в аэропорту ни-ни. Говорят, цена там просто космос. О да, втрое дороже может быть. Запросто. Это ловушка номер 1. Втрое, ого. Ага. Искать надо придорожные такие, ликер-шоп. Там стандартная бутылка 0,75 стоит рупии 200. Это где-то 900 тенге. Почти даром. Ну да. И цена там, кстати, фиксированная. Прям на бутылке есть ценник, так что торговаться, это бесполезно. Голограмму акциз проверить стоит. Но вроде подделок мало, судя по тому, что пишут. А почему так дешево-то? В чем фокус? А фокус в налогах. Вернее, в акцизах. В Гоа самый низкий акциз на алкоголь по всей Индии, поэтому и цены такие. Ясно. Кстати, там в заметках есть смешное. Мол, не удивляйтесь, если корова подойдет, пока вы ром выбираете. Это там нормально. Ну да, Индия. Колоритно. Ладно, с ромом понятно. А передвигаться? Байк же это свобода на Гоа. Но как его взять, чтобы потом проблем не было? О, вот тут прям мегаважный момент. Во всех источниках красной нитью. Паспорт. Так. Никогда не оставлять в залог. Вот просто запомнить как мантру. Только ксерокопия. Ну и депозит небольшой, там 1000 рупий примерно. То есть копия и деньги. Да-да. И еще совет просто золотой. Перед тем, как байк забрал, обойди его с телефоном, сними короткое видео. Все царапинки, вмятинки. Чтоб потом не сказали, что это ты сделал. Угу, разумно. Превентивная мера. А по деньгам что, торговаться можно? Можно и нужно, но в меру. Рупий 300-450 в сутки — это нормальный ориентир. Вот пишут, кто-то на 9 дней брал, сторговался за 400 в сутки. Так что да, пробовать стоит. А шлем? Там что-то было про шлем. Да, момент такой. По правилам шлем нужен только водителю. Пассажир как хочет. Ну, если полиция остановит, штраф там вроде небольшой. Рупий 100. Символически. Понятно. И еще фишка с байками. Бензин. А, да. В бутылках пластиковых, да. Он самый. Не на заправках часто, а просто в лавках овощных стоит, в литровых бутылках из-под воды. Рупий 60 за литр где-то. Тоже, так сказать, местный колорит. Удивительно. Но запомним. Так, что у нас дальше? То, что согревает. Масала-чай. Там даже рецепт был, кажется. Ага. От шефа Бхакти. Очень такой душевный. На 2 порции. Молока стакан 200 мл. Воды полстакана 100 мл. Чай черный щепотка. Кардамон, гвоздика по 2 штучки. Имбиря кусочек сантиметр. Корицы палочка. Ну и перца черного щепотка. И все это варить? Да, кипятить минут 5. Но есть секрет шефа. О, какой! После того, как снял с огня, дать постоять минуту. Прям вот минуточку. Чтобы специи раскрылись. А, вот оно что. И еще, когда на улице заказываешь, обязательно говори «less sugar». Прям вот запомни эту фразу. Иначе тебе туда ложки 3-4 сахара бахнут. Они это любят. Less sugar. Поняла, локальный пароль. Точно. А дома такой чай сварить себе стоимость рупий 25, не больше. Отлично. Так, двигаемся дальше. Связь. Сим-карта где брать, чтобы не переплатить? Опять, наверное, не в аэропорту. Конечно. И не у гидов тоже они накручивают. Аэропорт — это самое дорогое место. Вот пример из материалов. Оператор Jio. 1,5 гига в день, 900 рупий. А если не там? Идти в город, в официальный салон этого же Jio. Там точно такой же тариф 300-350 рупий. В 3 раза дешевле, ничего себе. Вот именно. Нужен паспорт и фотка. Делают минут за 15-30. И лайфхак. Попробуй продавца сразу APN настроить, точку доступа, чтобы интернет сразу заработал. А то бывают нюансы. Ясно, спасибо. И последний пункт на сегодня – деньги, обмен валюты. Где самый выгодный курс? Опять не аэропорт, я так понимаю? Точно не аэропорт. Там грабеж 80% потеряешь легко.
Самый, как ни странно, хороший вариант — это ювелирные магазины. Серьезно? Ювелирки. Да-да. Вдоль главных дорог их много. У них есть официальное разрешение на обмен, и маржа там минимальная. Ну, 1-2%. Ищи вывеску Money Exchange. И лучше брать с собой купюры покрупнее, полтинники, сотки, доллары или евро. На них курс чуть лучше дают. Хорошо, а есть еще что-то важное при обмене? Самое главное — пересчитывать деньги. Прямо там у кассы. Рупии, они такие, знаешь, цвета похожие у разных купюр. Запутаться легко. Ну и просто, чтобы не обсчитали. Бдительность, в общем. Так, подведем итог. Ром в местном магазине, байк без паспорта в залог и с видеофиксацией. Чай less sugar, симка в городе, в салоне, деньги в ювелирке и пересчитывать. Именно так. Вот эти 5 простых шагов из опыта других путешественников, они реально могут сэкономить и деньги, и нервы в самый первый такой сумасшедший день. База, чтобы дальше уже расслабляться. Да уж, эти заметки показывают Гоа не только как пляжный рай, но и как место со своими, скажем так, особенностями. И вот знаешь, какая мысль? Насколько вот эти первые контакты, ну там, торг за байк, заказ чая, обмен денег, насколько они вообще влияют на все впечатление от поездки потом? Интересно, правда? Это точно, есть над чем подумать. Первое впечатление, оно ж такое. Кстати, в источниках, которые мы разбирали, была ссылка на более подробный видеоблог. Кому интересно, можно поискать.